Сегодня в выпуске Тэхён, кровавый нос, обложки журналов, откровенные селфи и возможная коллаборация с РМ. Чонгук первое селфи за 21 месяц, а также золото в Канаде, Франции, Японии и новая веха мирового признания. Чимин довел армию до слез, Джин отказал фанату из соображений безопасности, а сестра Джей Хоупа отвечает на слухи и клевету. А также опровержение слухов о коллабе BTS и Майкла Джексона. Рекорды победы и достижения у Stray Kids, Rosé, ATEEZ, ENHYPEN, K-pop охотниц. И не только. Концертные новости при участии Джексона Вана, Blackpink, Yeonjae's Got 7 и других. Красотология и брендоводство при поддержке Феликса, Тэхёна, Джихё и Джина. Лиса вызвала бурную реакцию своим внешним видом. Эскуп пожертвовал деньги нуждающимся детям. Кроме того, Рики Zero Base One обвиняет агентство в краже его интеллектуальной собственности, а SM Entertainment просит фанатов оставить NCT в покое. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-pop News номер 275. Как обычно, все ссылки на экране, вас прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, ниже комментарии. Также не забывайте, что можно поддержать выход адекватных новостей по ссылке Boosty Donation Alerts в описании каждого видео, в закрепленном комментарии под каждым видео, и на экране она показывается обе две, так что не пропустите. Защитный баннер. Вот, пожалуйста, заслоняют стену, потому что сегодня у нас реек нет. Да, я вернулся из отпуска, так что читайте внимательно. И да, я по поводу прошлого выпуска сразу скажу, что та студия — это разовая акция раз в год, потому что, я каждый день в Латвии не нахожусь, поэтому не привыкайте, но возможно, что я сделаю с этой стеной. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, мы начинаем, поехали. Фанаты обеспокоены кровавым носом Тэхёна. В чем дело? Давайте подробней. 4 августа Тэхён из BTS поделился фотографиями и видео в соцсетях, показав моменты из своей повседневной жизни. Среди публикаций особенно выделилось одно видео, привлекшее внимание фанатов. На кадрах Тэхён сидит рядом с Чонгуком в частном самолете, убирая окровавленный носовой платок, при этом мягко улыбаясь и играюще жестикулируя на камеру. На другой фотографии Тэхён виден с белым пластырем на руке, что заставило некоторых фанатов предположить, что он мог проходить медицинское обследование или получать капельницу. В сочетании с видео носового кровотечения это вызвало волны тревоги. Несмотря на улыбку Тэхёна, поклонники наперебой призывают его беречь здоровье, оставляя теплые и тревожные сообщения. Было бы неплохо, если бы раздельно, но давайте к озвучке неповторимой. Не может быть, Тэхён спокойно выкладывает видео с кровью из носа и смеется. Пожалуйста, береги себя, Тэхён. Надеемся, что ты в порядке. У Тэхёна кровь из носа и пластырь на руке. Он слишком много работает, возможно, из-за жары. Надеюсь, сейчас ему лучше. У Тэхёна кровь из носа, у него уже были такие проблемы в Корее? Это след от капельницы на правой руке? Молимся за твое здоровье, Ким Тэхён! Оставайся в безопасности, здоровым и счастливым! Стойте, это правда был пластырь от капельницы? Тэхён, у тебя кровь из носа, малыш, надеюсь, ты в порядке. Тэхён истекает кровью, но продолжает улыбаться, будто ничто не случилось. Он так спокоен, но мы же помним, что это сержант Ким. Он очень сильный, написано капсом. Надеюсь, он скоро поправится. Поклонники предположили несколько причин кровотечения: сухой воздух или перепад давления в самолете, усталость или стресс, однако спокойное и улыбчивое поведение Тэхёна немного успокоило их. Помимо тревожного видео, Тэхён поделился и другими моментами своей жизни. Его можно увидеть за столиком ресторана в серии футболки Селин, затем он ест поджаренный хлеб и пьет вино. Алкоголь вредит вашему здоровью в компании Чонгука и Чимина. Тэхён также поделился селфи, сделанным в тренажерном зале, на котором он в кепке Кока-Кола и наушниках. Во время полета Чонгук смотрел аниме на телефоне, а на фото из аэропорта Инчхон оба члена группы были в головных уборах и масках. Тэхён в вязаной шапке в стиле Бэтмена, который будет новость попозже, надвинуто на лицо. Также среди кадров выделяется фото Ви с огромной бутылкой вина и фото Чимина без рубашки. Пожалуйста, фотографии прилагаются. Видимо, с артистом все-таки уже все в порядке, и да, у некоторых от перепада давления может пойти кровь из носа. Такое бывает. Так что хорошо, что хорошо кончается, артисту крепкого здоровья и двигаемся дальше. С момента выхода прошлого выпуска на этом канале оказалось, что BTS уже якобы принимали участие в трибют-альбоме Майкла Джексона, но вот Big Hit Music говорят об обратном. Давайте подробнее. Информация об участии BTS в трибют-альбоме Майкла Джексона оказалась недостоверной. 5 августа агентство Big Hit Music через свои официальные аккаунты в социальных сетях выступило с заявлением, цитата: «Сообщаем, что в недавних новостях об участии BTS в трибют-альбоме Майкла Джексона содержится недостоверная информация.
В агентстве пояснили, BTS не посещали студию Groove Lodge в Ирландии и не проводили там записи. Сообщение об их участии в альбоме в честь Майкла Джексона также неправда. Мы продолжим принимать меры, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации. Искренне благодарим всех фанатов за любовь и поддержку, которую вы оказываете BTS. Мы и впредь сделаем все возможное, чтобы поддерживать деятельность артистов. Ранее в соцсетях, напомню, и онлайн-сообществах активно распространились слухи о том, что якобы они будут принимать участие в трибьют-альбоме Майкла Джексона. Это неправда, все. Те, кто радовался, можете больше не радоваться. Те, кто подозревал, подозрения оправдались. Потому что официальной информации никакой не было, и, скорее всего, это не произойдет. Но если бы произошло, конечно, было бы здорово, но нет. Big Hit Music сказали, это неправда. Так что, легенда разрушена, и двигаемся дальше. Участник Gravity получил травму и временно будет выступать сидя, давайте подробней. Чон Мо из Gravity временно будет выступать сидя за травму лодыжки. 8 августа Starship Entertainment сообщили, что Чон Мо получил травму лодыжки во время недавней тренировки, что врачи рекомендовали ему пока избегать интенсивных физических нагрузок. В результате Чон Мо будет выступать сидя во время предстоящих мероприятий группы, пока полностью не восстановится. Полное заявление Starship Entertainment, как обычно, носит характер в духе «произошла ситуация, мы разберемся, но в ближайшее время артист будет сидеть, поддерживайте его, а мы будем заботиться о его здоровье, это самое важное». Так что Чон Мо скорейшего выздоровления и двигаемся дальше. Далее у нас Рики из Zero Base One, который жалуется на то, что его агентство крадет его интеллектуальную собственность. Какую, давайте подробнее. Рики, участник группы Zero Base One, недавно вызвал бурную реакцию в соцсетях, указав на спорный шаг своего агентства Wake One. Все началось с широко распространившегося в интернете фото, якобы изображающее рукописное послание Рики своему другу и товарищу по группе Гюбину. Поклонники, тронутые этим проявлением чувств, поначалу высоко оценили послание. Цитата. «Я люблю себя больше всего, но не могу представить ни минуты без своего единственного друга». Но настроение быстро изменилось, когда Рики признался, что сообщение было написано не им. В чате он пояснил, что его почерк был скопирован без его согласия. Вот и нарушение прав. Почему люди продолжают копировать мой почерк, когда дело доходит до написания чего-либо? Имитация довольно хороша, но в следующий раз, возможно, стоило бы спросить моего разрешения. Это откровение вызвало волну возмущения среди фанатов группы Zero Base One, которые резко раскритиковали агентство. Многие усмотрели в этом непрофессионализм и неуважение к артисту, особенно учитывая, что Wake One и так уже подвергались критике за свою политику управления группами. Пару комментариев. То есть Wake One скопировали почерк Рики, не спросив его, и вдобавок ко всему они даже не включили интервью Гюбина в концептуальный фильм? Эта компания до сих пор умудряется нас шокировать, даже когда кажется, что хуже уже некуда. Так вот о чем они говорили. Wake One, почему вы просто не спросите разрешения или не попросите его написать самому? Рики подтвердил в Blast-чат, что не писал это сообщение. Wake One подделал его почерк, не предупредив его. Фу. Критика в адрес агентства растет, их обвиняют в манипулировании имиджем артистов без согласования. Для фанатов этот эпизод в очередной раз подчеркивает необходимость защищать репутацию айдолов в индустрии развлечений. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Да, красть чужой почерк, это по факту красть личность. А что, если кто-то подпишется на кредите? Ну, это, конечно, образно говорю, но мало ли чего. Поэтому посмотрим, если Wake One что-то по этому поводу скажет, я вам расскажу. И двигаемся дальше. Ребята, уважайте частную жизнь группы NCT. С таким посланием обратились SM Entertainment, но давайте подробней. Агентство SM Entertainment, представляющее мужскую группу NCT, опубликовало официальное уведомление на Weverse, касающееся серьезных нарушений конфиденциальности и вопросов безопасности, связанных с артистами. Компания призывает фанатов проявлять сдержанность и уважать частную жизнь группы, чтобы обеспечить зрелую фэндомную культуру и защитить благополучие артистов. В уведомлении выделено несколько проблемных сфер, включая поведение в аэропорту и на борту самолета, неправомерное использование личной информации, следование частному и неофициальному расписанию, а также общие вопросы безопасности. SM Entertainment заявили, что отсутствие порядка в аэропортах во время международных и внутренних рейсов создает постоянные неудобства и риски для безопасности артистов, фанатов и других пассажиров. Агентство просит фанатов воздержаться от чрезмерного физического контакта, попыток вступить в разговор, а также от вручения подарков или писем в таких зонах, как иммиграционный контроль, пункт досмотра и самолет. В уведомлении также особо отмечены неоднократные случаи, когда фанаты приближались к местам артистов на борту самолетов, что приводило к серьезным нарушениям конфиденциальности. В дальнейшем подарки и письма не будут приниматься в аэропортах и на рейсах. Также выяснилось, что фанаты незаконно получают и используют личную информацию артистов для изменения или отмены авиабилетов, что нарушает их графики. SM Entertainment предупредили, что подобные действия представляют собой воспрепятствование бизнесу и могут привести к иску о возмещении ущерба. Компания подчеркнула, что фанаты не должны использовать незаконно полученную информацию для посещения аэропортов или бронирования тех же рейсов, что и артисты. Ну и далее все стандартно. Компания будет наказывать тех, кто не понимает слов, ну то есть, скорее всего, кого-то накажут очень скоро.
И просят не лезть в жизнь NCT, у вас и так есть их музыка, клипы, и лайв-мероприятия, видеоролики на ютубе, стримы, и вообще так много всего, что, казалось бы, у парней нет времени даже в туалет сходить без камеры. Но, как оказалось, все-таки есть. В общем, классическая история, агентство, классическая для последних 5 лет, агентства берутся за защиту артистов, это здорово, это хорошо. Ну и, конечно же, это не поможет на 100% и даже на 50%, скорее всего. Отбитые будут лезть, мне нужно, я фанат, вы не понимаете, это другое. Будут говорить они. Надеюсь, среди вас таких нет, группе NCT всего хорошего и двигаемся дальше. Поговорим о чем-то трогательном. Например, S.Coup пожертвовал деньги детям. Давайте подробней. S.Coup из Seventeen сделал щедрое пожертвование в честь своего дня рождения. 8 августа, в день своего 30-летия, S.Coup пожертвовал 50 миллионов вон в организацию Love's Fruit, сообщество объединенного сбора средств для социального обеспечения. Поддержку детей из малообеспеченных семей. Благодаря этому пожертвованию S.Coup стал 3710 участником клуба крупных благотворителей Honor Society при Love's Fruit. S.Coup отметил: благодаря любви фанатов мой день рождения каждый год становится для меня особенным. Я хотел хотя бы немного вернуть ту любовь, которую получил, обратно обществу. Поддерживаю здоровое развитие всех детей и подростков. S.Coup на протяжении долгого времени активно занимался благотворительностью в сфере защиты детей и животных, поддерживал приюты и спасательные организации для бездомных животных, а в марте этого года передал средства на помощь пострадавшим от разрушительных лесных пожаров в Ульсане, Кёнбоке и Кённаме. Что сказать, вот такая трогательная история, благотворительность это всегда прекрасно, S.Coup молодец, не пожалел то, что заработал потом и кровью и поделился с теми, у кого нет ничего. Это уважительно. Двигаемся дальше. Биг Бэнг воссоединятся или нет? Люди увидели Дэсона и начали думать, что да. Давайте подробней. Появление участника Биг Бэнг Дэсона у здания YG Entertainment вызвало волну ожиданий по поводу возможного воссоединения группы. 7 августа Дэсон был замечен перед офисом YG Entertainment в районе Хапчондон, Мапогу, Сеул вместе с сотрудниками. Очевидцы, многочисленные поклонники, находившиеся на месте, быстро распространили эту новость. Похоже, что Дэсон давно не посещал офис компании, он смущенно улыбался, вел с микрофоном, словно для съемок контента. Также его видели, когда он снимал кого-то на свой телефон. Цель визита Дэсона в офис YG Entertainment остается неизвестной, поскольку он ведет свой YouTube-канал на 1,25 миллиона подписчиков. Некоторые предполагают, что визит мог быть связан с записью видео, однако среди фанатов YG Entertainment ходят версии, что приезд Дэсона может быть связан с воссоединением Биг Бэнг. Сам он об этом публично не говорил, но лидер группы G-Dragon ранее упоминал подобное. На своем сольном концерте в марте на стадионе Гуян он заявил: «Скоро нам, Биг Бэнг, исполнится 20 лет, мы готовим очень кексуальную церемонию совершеннолетия», намекнув на возвращение группы. Тогда на бис G-Dragon исполнил хит Big Bang Last Dance, а к нему на сцене присоединились Тэян и Дэсон, что еще сильнее подогрело ожидания поклонников. Учитывая недавний успешный камбэк Blackpink, завершившийся мировым турне, многие считают, что и воссоединение Big Bang вполне возможно. Шум вокруг визита Дэсона в YG Entertainment лишь отражает это растущее ожидание. С декабря 2022 года, когда истек его эксклюзивный контракт с YG Entertainment, Дэсон продолжает сольную карьеру, но по-прежнему остается участником Big Bang. Ну что ж, думаете, будет или нет? Ну, 2NE1 вот возвращались недавно, концерты давали, может и Big Bang вернутся. В целом, нет ничего невозможного, когда на горизонте будут маячить большие деньги. Ну и, конечно же, любовь фанатов. Но это все-таки бизнес, так что деньги будут во главе всего. Но, тем не менее, на сдачу мы получим хорошие песни. Я в это верю. И двигаемся дальше. Красотология и брендоводство начинается у нас с Лисы из Blackpink, которая показала так много, что у людей возникли вопросы, и давайте подробнее. В начале августа Лиса, участница группы Blackpink, стала предметом обсуждений после своего яркого выступления на сцене стадиона Stade de France в рамках мирового тура Deadline. 2-3 августа Blackpink дали 2 грандиозных концерта на крупнейшей концертной площадке Франции, собрав тысячи поклонников. Шоу было высоко оценено за мощную энергетику и впечатляющую постановку, однако отдельные моменты, связанные с Лисой, вызвали споры в интернете. Ну, я не знаю, я вижу гифку, по-моему, все очень симпатично. Главным предметом обсуждения стали ее наряд и хореография. В одном из номеров она вышла на сцену в короткой юбке и исполнила зажигательный танец у пилона. Наряд обнажал нижнюю часть ее спины, что удивило часть зрителей. Ну, Апош, если что, можете зареверсить слово и поймете, что там было обнажено. Позже она исполняла чувственный танец с одним из танцоров. Постановка привлекла к себе внимание, некоторые даже сравнили ее с выступлением, предназначенным для взрослой аудитории. Привет, кабаре. Так как концерт был открыт для зрителей всех возрастов, многие пользователи сети выразили беспокойность, посчитав, что Blackpink ориентированы на молодую аудиторию, а подобный контент может быть неуместным. Итак, мнения корейских пользователей сети разделились. Одни осудили часть шоу, другие отметили, что такие выступления обычная практика для международных сцен. Ну что ж, озвучка комментариев. Ничего нового, это просто хореография, люди все преувеличивают. Подождите, а это вообще считается одеждой? Почему люди продолжают сравнивать ее с другими айдолами, если никто больше так откровенно не оголяется? Привет, хвастает Джесси. Это, если честно, уже перебор. Если такое допустимо, тогда почему осуждают стримерш в откровенных нарядах?
Она всегда показывала тело, но, по-моему, позы с широко расставленными ногами были еще откровеннее. На этот раз проблема, похоже, в наряде. Она выступает на мировой арене в других странах, такое норма. Несмотря на волну критики, Лиса не подала виду, что ее это волнует. 5 августа она опубликовала несколько фото с концерта. На снимках она выглядит уверенной, без каких-либо упоминаний о скандале. Международные фанаты, напротив, похвалили ее за смелость, сценическую харизму и уверенность в себе во время каждого выступления. И в целом, да, вот такая вот история. Ну, знаете, по-моему, действительно это стандарт уже индустрии, такой наряд. Ну, в конце концов, мы приходим посмотреть на сцену, на то, что не увидим в жизни, на прекрасных людей, которые прекрасны, умеют, могут. Можете, конечно, мне записать фанаты Лисы, меня тут уже фанаты кого угодно только записывали и хейтеры одновременно. Но, на мой взгляд, ничего такого. Видели и похлеще, и повызывающе. Ну, самый банальный пример, это как-то у нас там Карди Би, Ники Минаж, вот, пожалуйста. Самые первые варианты, которые приходят в голову, там как бы Лиса на фоне этого детский сад. Так что, обычное выступление, да и в конце концов ей же не 14, а уже под 30, так что почему бы и да. Ваше мнение в комментариях. Лисе всего хорошего, двигаемся дальше. Жопа. Чонгук опубликовал первое селфи за 21 месяц, давайте подробней. После долгого перерыва целых 21 месяц Чонгук из BTS наконец порадовал фанатов новым селфи. Айдол недавно завершил военную службу и вновь присоединился к активности вместе с другими участниками группы. Но одно его возвращение особенно ждала армия фанатов — возвращение легендарных селфи Чонгука. 1 августа он наконец опубликовал на платформе Weverse снимок крупным планом, и фанаты сошли с ума. На фото не только лицо участника BTS, но и намек на его новую татуировку. На новом фото Чонгук выглядит сияющий, мягкий взгляд, фирменный пирсинг в губе и растрепанные волосы, хотя выражение лица, возможно, немножко удивленное. Он лежит одетый в черную майку, майка слегка спадает, открывая часть его новой цветной татуировки. Хотя селфи запечатлело лишь часть его тела, зоркие армии сразу заметили и широкие плечи, и даже маленькую родинку. Давно не виделись, именно такую подпись оставил Чонгук под фото. Хотя за последние месяцы он не раз появлялся в прямых эфирах, иногда вместе с другими участниками BTS, фанаты только недавно осознали, что предыдущие селфи он публиковал еще 23 ноября 2023 года, почти 2 года назад. Теперь фанаты с нетерпением ждут продолжения банкета, ну а на данный момент Чонгук с парнями находится в Лос-Анджелесе и работает над альбомом. Как вам селфи, пишите в комментариях, ну опять же, хорошо выглядит, да и как бы все. Никто никому ничего не должен, можно работать теперь до конца и заниматься музыкой сколько нужно. Так что успехов и двигаемся дальше. А далее у нас Феликс из Stray Kids снова стал амбассадором бренда, какого давайте подробней. 6 августа стало известно, что Hera, от слова Гера, они что вы подумали, недавно подписали контракт с Феликсом Stray Kids в качестве модели бренда. Примечательно, что впервые за более чем 6 лет бренд сменил своего амбассадора. Представитель Гера прокомментировал: уникальный стиль и многогранное обаяние Феликса соответствует той самой дерзкой и элегантной красоте, которую ценит Гера, поэтому мы выбрали его своим амбассадором. Мы рассчитываем, что он поможет донести философию красоты бренда до покупателей со всего мира. И сразу же продолжение новости, потому что люди считают, что может быть это сомнительно. Корейские пользователи сети обсуждают новость о том, что косметический бренд Gera, принадлежащий Amorphic, назначил Феликса из Stray Kids своим новым глобальным амбассадором. Согласно сообщениям 6 августа, Gera недавно подписали контракт с Феликсом, что стало первой сменой модели бренда за более чем 6 лет. Дженни из Blackpink была лицом Hera или Gera с начала 2019 года. До начала этого года она выступала в роли лица Гера, продвигая сексуальную философию красоты бренда, цель которой поделиться уникальной красотой Сеула с миром. Когда в прошлом месяце появилась новость о расставании Hera с Дженни, быстро возникли предположения, что именно Феликс станет следующей моделью. Участник Stray Kids был замечен с сумкой с кушоном Гера во время вылета из международного аэропорта Инчхон в рамках европейского тура Stray Kids. На чехле кушона даже было выгравировано имя Феликса на английском языке. После объявления корейские пользователи сети собрались и обсудили. Они отметили перемены, связанные с появлением большего числа моделей мужчин, представляющих косметические бренды. Да, по-моему, для Кореи это давно уже норма. Вот некоторые комментарии. О, Феликс хорош! У Феликса освежающий имидж и уникальная аура, поэтому он мне нравится. Поздравляю, Феликса! Так много брендов выбирает мужчин-моделей для косметических продуктов? С предвкушением жду новую рекламу. Я с нетерпением ждала девушку-модель. Впрочем, Феликс такой красивый. Верните нам Дженни, лол. Я вообще не думаю, что мужчины-модели подходят для бьюти-брендов, лол. Не понимаю, почему мужчины должны представлять косметические средства для женщин. Феликс выглядит таким хорошеньким, ха-ха. Мне нравится Феликс. Интересно, почему они сменили Дженни на Феликса? Я с нетерпением жду фотосессии Феликса. Он такой красивый, мне кажется, он прекрасно подходит. По-моему, девушка-модель подошла бы лучше. Феликс хороший выбор, он обладает уникальной аурой. Что вы думаете, пишите в комментариях. Сюрприз, сюрприз, это как
с шампунями и прочим. Не существует специальных шампуней для женщин и мужчин. У нас у всех волосы плюс-минус одинаковые. Там разная структура, но волосы на голове, неважно кто вы. То же самое с кожей, уход за кожей плюс-минус там похожий. Есть различия, но это просто маркетинг, чтобы продать что-то подороже. Даже, к примеру, вот станок для бритья какой-нибудь, мужской будет стоить дороже, а женский розового цвета будет дешевле, хотя там одни и те же железные лезвия вставлены в станок. Поэтому, на мой взгляд, никакой проблемы, что Феликс рекламирует косметику, нет. Но может у вас есть проблемы, можете написать. Только не про ваши личные проблемы, у нас тут не кружок психологов, а про вопросы к Феликсу. Но я думаю, ему все равно. Раз подписался, значит уверен в себе. Молодец, успехов ему и двигаемся дальше. Далее у нас Джин и Тэхён представляют потребительские бренды, давайте подробней. BTS продолжает привлекать внимание как на домашнем, так и на международных рынках дистрибуции и потребительских товаров, получая множество предложений о партнерстве с брендами. Благодаря всемирному признанию и популярности у широкой публики, BTS стали одними из лучших вариантов для сотрудничества в различных отраслях. После предыдущих партнерств с мировыми люксовыми брендами группа теперь производит фурор в секторах розничной торговли и потребительских товаров. В последнее время участники группы выступают в качестве глобальных моделей для товаров повседневного спроса, что позволяет им взаимодействовать с публикой на более личном уровне. Например, Джин стал лицом рамена Джин Рамен от Атоги и Тунца, Донвон Туна, а Донвон Фи&Би, продемонстрировав свое сильное влияние в индустрии питания. Бренд Атоги, в частности, добился значительного роста узнаваемости на мировом рынке благодаря коллаборации с Джином. Во время его концертного тура Run Sok Jin EP Tour в США промо-стенды были установлены в Далласе и Ньюарке, привлекая огромные толпы поклонников и покупателей. Ви также попал в заголовки в качестве модели для новой рекламной кампании глобального бренда напитков Coca-Cola, что свидетельствует о растущем международном охвате. Coca-Cola объяснили свой выбор следующим образом. Ви, воплощающий как сценическую харизму, так и повседневную трендовость, идеальная фигура для представления основных ценностей бренда, страсти, свободы и воодушевления. Благодаря своей яркой индивидуальности и безупречному имиджу Ви, как ожидается, сможет эффектно и эффективно донести послание бренда. Эти рекламные контракты приводят к ощутимому отклику потребителей. В общем, BTS — это прекрасный выбор, если вы хотите прорекламировать что-то. Только деньги найдите, а это очень дорого стоит, я уверен. А в остальном, поздравляем артистов с этим, что еще можно сказать. А вот что еще можно сказать, я был в Латвии, как раз вот с отпуска вернулся, я Джин Рамен и Тунец не нашел, хотя мне казалось, что там это можно найти, я обошел несколько магазинов. Если кто-то из Латвии вдруг это видел, скажите в каком, я попрошу друзей, они ко мне осенью поедут, чтобы мне купили этот Джин Рамен, попробую, надо ж понимать, про что рассказываю. Ну а Кока-Колу, благо, можно купить в любом месте. Так что, двигаемся дальше. Джихё из Twice сразила фанатов наповал своими горячими фото. Давайте подробней. Twice вошли в историю, выступив хедлайнерами на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Lollapalooza в Чикаго, где они предстали перед огромной толпой. Группа блистала на сцене, исполнив свои хиты, в том числе The Feels, More and More, Dance the Night Away, а также саундтрек к анимационному фильму Кей-поп охотница на демонов Take Down. После незабываемого выступления Джихё поделилась с поклонниками закулисными фото и видео в соцсети. Она публиковала серию фотографий со съемок, на которых запечатлены ее потрясающая внешность и подтянутый пресс в белом укороченном топе и джинсах с низкой посадкой. Ее пост быстро стал вирусным в социальных сетях, и поклонники со всего мира восхитились ее красотой. Многие хвалили Джихё не только за ее яркую внешность, но и за мощное выступление на Lollapalooza. Оу, ничего себе, какой пресс, мое уважение. Да, об такой пресс можно сыр точить. Ну, как терка в плане такой вот рифленый. Вот что пишут корейцы. Должно быть, она много тренировалась, у нее такой рельефный пресс. Она такая горячая. Заслуженное внимание. Она такая красивая. Она бы точно привлекла к себе внимание, она такая горячая штучка. Она выглядит чертовски хорошо. Такая красивая. Ее пресс. Загар ей очень идет. От нее веет идеальным летом. Она так сияет. О, она выглядит такой здоровой. Такая позитивная энергия, она такая красивая. Ну и у Twice 27 августа выходит японский альбом Enemy. Это 6-й будет альбом японский по счету. Ну как она вам? По-моему, очень даже хороша, мое уважение. Кстати, она не выглядит как пересушенная 2D девочка, она все-таки трехмерная, что говорит нам о том, что она нормально питается и просто мышцы качает себе. За счет чего может быть и стройной, и не умирать с голода. Но это только мои предположения, основываясь на фотографиях. Все. Джихё и группе Twice. Всего наилучшего. Двигаемся дальше. Ви из BTS украсил обложку журнала, с собой, естественно, давайте подробней. Ви из BTS стал звездой специальной августовской обложки The Sure. В новом номере модного журнала участник BTS позирует в классических и роскошных образах Селин. Айдол излучает уникальную харизму, сочетая элегантность и спокойную непринужденную ауру.
Журнал поделился снимками кей-поп-звезды в официальных социальных сетях, написав: «На обложке красуется никто иной, как всемирная икона, харизматичный виз BTS. В этом выпуске мы наблюдаем захватывающее слияние артистизма. А объектив самого востребованного и талантливого фотографа Южной Кореи Ким Хи Джуна запечатлевает тонкую, но глубокую гармонию между Ви и уважаемым домом Силин». Эти волнующие снимки, сделанные на фоне чарующего Парижа, представляют собой изящный танец монохрома и света, стремительно достигая сферы высокой моды. Множество известных изданий уже пожелали поделиться этими редкими и драгоценными кадрами, созданными талантливым мастером Ким Хи Джуном. Мы, редакция журнала Shure Magazine, безмерно восхищаемся творчеством нашего любимого фотографа, его умение передать суть личности и сплести повествование посредством света и тени. Настоящее мастерство. Это сотрудничество Ви и Силин — свидетельство его непревзойденного видения и жемчужина в короне современной модной фотографии. Мы уверены, что вы, наши дорогие читатели, найдете на этих страницах столько же радости и вдохновения, сколько мы в их творчестве. Фотографии прилагаются, фотографы и модели молодцы, ничего не скажешь, кроме как «моё уважение». Красиво. Могут, умеют. Как вам, пишите в комментариях и двигаемся дальше. Далее у нас Ви из BTS, снова на обложке журнала, но другого, давайте подробнее. Ви из BTS покорил поклонников своей загадочной ауры в недавно опубликованном видео со своей фотосессией для обложки журнала, которая стала для него первой после демобилизации. 5 августа по корейскому времени W Korea объявили, что Ви украсит обложку сентябрьского номера. Журнал опубликовал тизер-видео в своих официальных аккаунтах в социальных сетях и написал: очаровательные, разные по цвету глаза, родинка над губой, томный голос, его появление приковывает внимание. Кто этот загадочный человек, звезда обложки будет представлена завтра. Видео вызвало бурную реакцию и набрало 15 миллионов просмотров всего за 17 часов. Еще во время посещения показа Силин в Париже в июле этого года Ви сумел выкроить время для фотосессий, несмотря на плотный график. Он был одет в вещи из коллекции Силин весна 2026, дебютной линии нового дизайнера бренда, преемника Эдди, Слимана Майкла Райдера. На кадрах, снятых с близкого расстояния, видны поразительно симметричные черты лица Ви, привлекающие внимание к его сюрреалистичным образом. Его взгляд, слегка меняющийся в зависимости от ракурса, создает бесчисленное множество историй, демонстрируя, почему его часто называют, цитата, «мастером визуального повествования». И все фотографии, что есть, предоставлены на экране, но по сути это два крупных плана. Когда появится полная информация, добавлю это в выпуск ближайший. Артисту всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас снова Ви из BTS и Coca-Cola, давайте подробней. Гигант в сфере производства напитков Coca-Cola недавно объявил, что Ким Тэхён, он же Ви из BTS, станет новым амбассадором Coca-Cola Zero в Южной Корее и принесет в бренд свою фирменную харизму и крутость. Цитата: «Ви привносит мощную энергию на сцену и непринужденное модное очарование за ее пределами. Он идеально соответствует духу Coca-Cola, смелый, свободный и притягательный». Для Тэхёна, который всю жизнь пил Кока-Колу, это партнерство нечто больше, чем просто бизнес, цитата. «Я очень рад сотрудничать с брендом, который мне всегда нравился. Благодаря компании Best Coke Ever я могу по-новому ощутить освежающую прохладу Coca-Cola Zero». После анонса был опубликован тизер рекламной кампании Best Coke Ever. В ролике Тэхён смотрит рекламу, в которой динозавр спрашивает: «Это лучшая Кока-Кола в мире?» На что Нагрев отвечает: «Да, я должен это попробовать, верно?» Ну, тизер, естественно, собрал много просмотров, за 24 часа 11 миллионов. Это, конечно, говорит о том, что Тэхён правильный выбор для рекламной кампании. Кроме того, реклама с участием Тэхёна была представлена на сотнях рекламных щитов и светодиодных экранов по всей стране, в том числе на станциях метро, автобусных остановках, в крупных торговых центрах, кинотеатрах, круглосуточных магазинах и на оживленных улицах в центре города. Его реклама также появилась в крупных социальных сетях и на цифровых платформах, что еще больше усилило его присутствие и влияние компании. Что сказать, компания крайне масштабная, ну явно не пару ящиков колы он за это получил, кто-то пишет, ну амбассадорство это там. Нет, тут, думаю, вопрос в деньгах был. Coca-Cola это одна из самых больших компаний в мире, так что, думаю, у них были деньги, чтобы заплатить артисту, а не давать ему бартер. Я думаю, он из этого бартера мог бы построить себе замок. Но имеется в виду из банок Кока-Колы. В общем, поздравляем артиста с этой успешной коллаборацией и двигаемся дальше. Как удачно, я вспомнил про замок в прошлой новости, ведь Ви назвали королем визуала, и у нас тут обложки W Korea, погнали. Ви из BTS стал главным героем W Korea, появившись на обложке 9-го тома издания с темой Art Plus Asia. Айдол, известный своей утонченной эстетикой и артистизмом, идеально вписался в концепцию номера, став живым воплощением пересечения моды, культуры и искусства. С приближением ярмарки Freeze Seoul город начинает двигаться в ритме современного искусства. В этой пульсирующей энергии сентябрьский номер W Korea улавливает ритм самой стремительной арт-сцены Азии. Выходя за пределы Сеула, сентябрьский номер предлагает свежий взгляд на современное искусство глазами всего азиатского региона, с дружелюбной и понятной навигацией по этому миру. Каждая фотография демонстрирует уникальный стиль и атмосферу. На одном из снимков он позирует в холодной цветовой гамме, в длинном черном пальто поверх водолазки цвета темной бирюзы. Другой кадр, выполненный в черно-белом цвете, запечатлел его в черном костюме, а на руке элегантно драпированный браслет-цепочка.
В другом образе Ви одет в рубашку нежно-голубого цвета под персиково-розовый пиджак и массивные кольца. Более расслабленный стиль представлен образом с белой футболкой Селин, заправленной в бежевые плессированные брюки. В руках он держит венецианскую маску, а волосы у него окрашены в яркий бирюзовый оттенок. Съемка на открытом воздухе показывает его в коричневом кожаном топе с фактурными рукавами и металлическими деталями в высоких брюках и шелковом шарфе, что создает винтажное настроение. На последнем снимке он в мягком трикотаже с золотым браслетом, серьгами, кольцами и ногтями, украшенными серебром и темно-зеленым лаком. Волосы черно-зеленого цвета, а на брови выбритая полоска. Журнал W Career 2025 года, выпуск Volume 9 с Ви будет доступен для предзаказа в онлайн-магазинах 7 августа, но у меня в момент записи 9, так что уже доступен, предзаказывайте. Спешите! Товар ограничен, но я не шучу, скорее всего уже все заказали. А так, хорошие фотографии, модель тоже молодец, так что, что еще сказать, поздравляем и двигаемся дальше. Концертные новости у нас открывает группа aespa, и давайте подробней. Группа aespa отправляется в тур. 6 августа aespa раскрыли даты остановки своего концертного лайв-тура Sync Access Line, который пройдет с 2025 по 2026 год. Тур начнется с трехдневного выступления в Сеуле 29-31 августа, после чего группа отправится в Фукуоку, Токио, Айти, Бангкок, Осаку, Гонконг, Макао и Джакарту. Согласно официальному постеру, позже будут объявлены концерты и в других городах. Вот все, что есть, вся информация. Девушкам, конечно, удачи, могут, умеют вчетвером зажечь сцену. Двигаемся дальше. Yeonjay с GOT7 отправляется в очередной тур, давайте подробней. Yeonjay с GOT7 спустя год снова отправится в тур по Азии. Как сообщает его агентство Bot Company, Yeonjay готовится к новому азиатскому туру 2025 года под названием Fermata. 2025 Yeonjay Asia Tour Fermata следует за его азиатским туром 2024 года Once in a Dream, который прошел в прошлом году. Новый тур стал ответом на восторженную поддержку и интерес международных поклонников. Согласно постеру, опубликованному в официальных соцсетях 6 августа, тур начнется с двухдневного концерта в зале Мьонхва Live Hall в Сеуле 20 и 21 сентября. Во время тура Yeonjay планирует исполнить треки своего нового сингл-альбома Fermata, выпущенного в июле этого года. В частности, певец и его агентство готовят для зрителей уникальные выступления, разнообразный сет-лист, состоящий из новых песен и уже полюбившихся фанатам треков, в том числе добавляя различные аранжировки. Агентство объявило, что после концерта в Сеуле Yeonjay продолжит свое путешествие по другим городам Азии. Даты остановки чуть-чуть попозже. Так что, Yeonjay всего хорошего, в конце концов, он же из группы GOT7, а вы же знаете это база, это качество. Двигаемся дальше. Как удачно, что я вспомнил про группу GOT7, ведь у нас Джексон Ван и у него тоже тур, давайте подробней. Участник группы GOT7 Джексон Ван отправляется в новый мировой тур. 4 августа артист объявил через свои официальные аккаунты в соцсетях о мировом туре под названием Magic Man 2 World Tour 2025-2026. Это его второй сольный тур после Magic Man, который начался в 2022 году и охватил 4 континента. Новый тур был впервые неожиданно анонсирован 2 августа на сцене фестиваля KCON в Лос-Анджелесе, США, и официально начнется этой осенью. Джексон раскрыл первые даты остановки в крупных городах Азии: Бангкок, Таиланд 3-4 октября, Макао 11-12 октября, Джакарта, Индонезия 18 октября, Куала-Лумпур, Малайзия 25 октября, Манила, Филиппины 2 ноября, Токио, Япония 6 ноября. Ожидается, что позже будет добавлено еще больше стран и городов. Этот тур является продолжением третьего альбома певца Magic Man 2, который вышел 18 июля. Сразу после релиза альбом занял 13 место в главном альбомном чарте США Billboard 200, что стало высшим результатом в карьере Джексона. Его предыдущий альбом Magic Man 2022 года дебютировал на 15 месте и также дважды подряд вошел в топ-15, добившись значимого результата и привлекая внимание по всему миру. Ну и про сам альбом вы, наверное, уже знаете, кто слушал. Я некоторые песни тоже уже успел не только в рамках реакции послушать, но и так послушать за кадром. Хороший альбом. Артист вообще очень интересный, ну и близок по духу некоторыми размышлениями почти всеми. Так что успехов ему в туре и в жизни. Двигаемся дальше. Далее у нас Blackpink собрали огромное количество людей на концертах. Насколько большое, давайте подробней. Со 2 по 3 августа ведущая кей-поп герл группа Blackpink выступила на стадионе Stade de France в Париже с номером туром Deadline in Paris. За 2 дня концерты посетили 110 тысяч человек. Это вдвое больше, чем на прошлых парижских выступлениях группы в рамках тура Born Pink в 2023 году, собравшего 55 тысяч зрителей. 7 августа агентство YG Entertainment сообщило, что это стало грандиозным открытием европейской части тура Blackpink. Крупнейший стадион Франции был полностью заполнен, а масштаб мероприятия отразил растущую популярность группы за последние 2 года. Blackpink вышли на сцену под оглушительные крики поклонников и устроили парад хитов от Kill With Love и Pink Venom до их свежего трека Jump. YG подчеркнули, индивидуальные сольные выступления, охватившие широкий спектр жанров, от лиричных поп-баллад до энергичного хип-хопа, добавили особую динамику шоу. Каждый номер отражал уникальность участниц сцены, менялись без пауз, захватывая внимание публики и вызывая бурю эмоций. Особое внимание привлекло фирменное шоу в стиле YG, зрелищные спецэффекты, меняющиеся в ритм графика, живое звучание бенда и команды танцоров Джем. Все это
создавала живую и захватывающую атмосферу, визуализируя музыкальную вселенную Blackpink. Участницы свободно перемещались по сцене, активно взаимодействуя с публикой, а в ответ фанаты подняли волну светящихся розовых палочек и встретили каждое движение группы оглушительными криками, добавили в агентстве. Ну и больше информации вы можете найти либо в прошлых выпусках, либо поискать сами. А так, видно, что девушки могут, умеют до сих пор и даже больше. Если вы вдруг каким-то чудом оказались хоть на одном концерте, неважно, Blackpink, кого угодно, в телеграм-канал заходите, делитесь фотографиями, мы все хотим посмотреть, каково это от первого лица, а не просто вот эти вот фотографии журналистов, которые были на концерте. Так что, да, Blackpink, всего хорошего и двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает Чонгук из BTS, и у него много золота, а также признания во всем мире. Впрочем, ничего нового, давайте подробнее. Чонгук из BTS вновь доказал свою мировую популярность. Его сольный сингл 3D получил золотой сертификат во Франции, став уже 4-м золотом в его сольной карьере в этой стране. Согласно официальному аккаунту Французской национальной федерации звукозаписи Snap, Чонгук получил золотой сертификат в категории синглов за достижение 15 миллионов стримов песни 3D. Это уже 4-я золотая сертификация от Snap. Ранее он получил ее за дебютный сингл Seven за заглавную песню Standing Next to You. С первого сольного альбома Golden, а также сам альбом Golden стал первым в истории золотым альбомом среди кей-поп сольных артистов во Франции. Песня 3D Чонгука уже продемонстрировала отличные результаты в других странах. В Канаде он получил от Music Canada сразу 2 сертификата – платиновый сингл и золотой сингл, а в Японии от Японской ассоциации звукозаписи песня была удостоена золотого сертификата в категории стриминга. По состоянию на 28 июля 3D снова вошла в глобальный еженедельный чарт Spotify Daily Top Songs Global, а уже 3 августа поднялась до 166 места, демонстрируя устойчивую популярность в ретроспективе. На данный момент общее число стримов на Spotify превысило 962 миллиона, а ежедневное количество прослушиваний стабильно превышает 1,6 миллиона. 3D дебютировал на 5-м месте главного чарта США Billboard Hot 100 и провела в нем 9 недель. Кроме того, песня достигла первого места в чарте Billboard Global 200 и Billboard Global за исключением США, удерживаясь в них 27 и 33 недели соответственно, что свидетельствует о продолжительном мировом успехе. В британском официальном чарте UK Official Singles Top 100 песня дебютировала на 5-й позиции и оставалась в списке 8 недель. На iTunes 3D заняла первое место в чартах Top Songs 111 стран и регионов, включая 4 дня подряд на вершине глобальных и европейских чартов iTunes. Кроме того, Чонгук с песней 3D стал лауреатом в категории «Самая часто исполняемая песня года» на премии BMA Pop Awards 2025, организованной американским обществом композиторов BMI. Эта награда подтверждает постоянную популярность песни на радио, в ТВ-эфире и стриминговых платформах. Официальный музыкальный клип 3D также продолжает набирать популярность, на YouTube он уже превысил 247 миллионов просмотров, отражая неизменную любовь фанатов по всему миру. Поздравляем Чонгука со всеми этими достижениями, молодец, может умеет, кстати, биография про него недавно вышла на канале, подсказка где-то здесь на экране, обязательно посмотрите. А артисту всех благ. По традиции, смотрите, старая добрая бумажка вернулась, и это не конец выпуска, это список прекрасных людей, которые поддерживают адекватные новости, вот они бустеры, спасибо, дамы и господа, товарищи, друзья, друзья, спонсоры, донатеры, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, большое спасибо. Далее бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, милости прошу, там много адекватных людей собралось. Там можно писать комментарии, и вы получите ответ от меня, можете в личку по каким-то вопросам технического и не личного характера обращаться. В общем, изучайте, плюс там весь контент без блокировок, тормозов, ограничений, и это поможет каналам держаться хотя бы на плаву и выходить в ноль или даже там на пару бубликов останется вот сверху этого нуля. Так что спасибо всем, кто подпишется, и тем, кто уже подписался, и снова спасибо. Другие каналы, которые тоже веду в одно лицо, хотя многие не верят. MPTube, реакции, марафоны, комментарии к видео. Там еще марафон Туниван, если не ошибаюсь, продолжается. Я просто только с отпуска вернулся, буду хвастаться этим еще пару выпусков. MP Entertainment Музыка, вот он самый свежий релиз. Пожалуйста, обязательно послушайте. Должно понравиться, опять же, эксперименты жанровые. Я люблю музыку, поэтому могу делать почти любую. Следующая песня в конце этого месяца, а пока наслаждайтесь этой. А вы можете потом после выхода следующей наслаждаться этой, никто не запрещает. И Telegram, чтобы не теряться. Это был не конец выпуска, мы продолжаем. Двигаемся дальше. А далее у нас Stray Kids стали группой номер 1, где давайте подробнее. Stray Kids подтверждает свое глобальное доминирование взрывной популярностью во Франции. Согласно последним данным, в этом году они заняли первое место среди кей-поп групп по прослушиваниям в стране. Billboard France опубликовали рейтинг 10 самых прослушиваемых кей-поп групп во Франции за 2025 год, основанный на данных глобальной платформы аналитики Illuminate. Группа Stray Kids возглавила список, за ними следует BTS, второе место, и Blackpink, третье. Успех Stray Kids на стриминговых сервисах отражает рост их фан-базы по всей Франции. В прошлом месяце они провели 2 аншлаговых концерта подряд на парижском стадионе Stade de France в рамках своего мирового тура Dominate.
собрав в общей сложности 120 тысяч зрителей. Это был самый масштабный кей-поп-концерт, когда-либо проводившийся во Франции, и самое большое количество зрителей для корейского исполнителя на этом культовом стадионе. Кроме того, их третий полноформатный альбом Five Star занял 52 место во французском рейтинге Top 200 Albums 23 года, а мини-альбом Rockstar достиг 135 места. Оба альбома были признаны одними из самых продаваемых кей-поп-релизов во Франции в том году. Stray Kids планирует вернуться 22 августа со своим четвертым студийным альбомом Karma, заглавным треком которого будет Ceremony. В общем, да, поздравляем пацаны вообще ребята, привет отдельный фрирачи, хороший подход к продюсированию, мне нравится. И двигаемся дальше. А далее у нас Twice, первая победа с этой песней, какой давайте подробней. Twice получили первый трофей на музыкальном шоу с новым заглавным треком This Is For. Выпускаем каунтдаун от 7 августа, это специальный 900-й выпуск, который прошел в Парёне. Кандидатами на первое место были This Is For, Twice и Beautiful Strangers TXT. В итоге победу держали Twice, набрав в общей сложности 6618 баллов. TXT получили 6301 балл. Для Twice это 123-я победа в целом, что расширяет их рекорд как женских артистов с наибольшим количеством побед на музыкальных шоу, а также как артистов с наибольшим количеством побед на M-Countdown. Уважение девушкам, прекрасны и могут умеют. Двигаемся дальше. А далее у нас Rosé из Blackpink, снова Billboard, и снова она побила кого-то. Давайте подробней. Альбом Rosé из Blackpink Rosie официально побил рекорд по продолжительности пребывания в американском чарте Billboard 200 среди женских кей-поп исполнителей. 5 августа по местному времени Billboard сообщили, что сольный альбом Rosé Rosie вновь вошел в чарт Top 200 Albums, расположившись на 168-й строчке. Rosie провел в Billboard 200 в общей сложности 27 недель, обогнав альбом Blackpink The Album и New Jeans Get Up. Оба продержались по 26 недель. Тем временем хит Rosé Бруно Марса АПТ побил свой собственный рекорд по продолжительности пребывания в чарте Billboard Hot 100 среди песен кей-поп-артистов, где он провел 41 неделю подряд, расположившись на 45-м месте. АПТ также продолжил показывать хорошие результаты в глобальных чартах Billboard, прочно обосновавшись на 7-м месте в Global за исключением США и на 11-м месте в Global 200 на этой неделе. И наконец Rosé поднялась на 85-е место в Billboard Artist 100, что стало ее 37-й неделей пребывания в чарте. Поздравляем прекрасную девушку, которая может и умеет, счастья и здоровья, и двигаемся дальше. А далее у нас снова кей-поп-охотницы на демонов, и в очередной раз они удивляют. Чем, давайте подробней. Golden, саундтрек к анимационному фильму «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix, теперь занимает третье место по количеству Perfect All Kills в корейских чартах. Согласно данным iChart, сайта, который составляет музыкальные рейтинги и отображает все популярные чарты основных стриминговых сервисов Южной Кореи, песня вымышленной группы Huntrix по-прежнему занимает первое место во всех основных музыкальных чартах одновременно. Общее количество Perfect All Kills достигло 477 по состоянию на 4 августа по корейскому времени, что делает Golden третий в списке песен с наибольшим количеством часов Perfect All Kill. Трек уступает лишь хитам Dita группы New Jeans 655 часов и Dynamite группы BTS 610 часов. Ранее на третьем месте была песня Celebrity певицы Аю, у которой было 462 часа прослушиваний на Perfect All Kill. Собственно, поздравляем производственную команду, всех, кто стоял за созданием данного прекрасного мультфильма, который я до сих пор рекомендую всем посмотреть, можете даже с детьми, он абсолютно безобидный. И двигаемся дальше. А далее у нас BTS, ATEEZ, Jimin, Jin, Hypen, Stray Kids и вообще много кого еще. World Albums от Billboard, давайте подробней. Billboard опубликовали чарт World Albums за неделю, закончившуюся 2 августа. Первый концертный альбом BTS Permission to Dance on Stage Live возглавил мировой чарт альбомов на этой неделе, а также дебютировал в топ-10 Billboard 200. Альбом-сборник BTS Proof 2022 года обосновался на 8-м месте на своей 163-й неделе World Albums. Сольный мини-альбом Джина Эхо занял 14 место на 10 неделе в чарте, а сольник Чимина Мьюз 15 место на 53 неделе. Альбом ATEEZ Golden Hour Part 3 занял 2 место на 6 неделе в чарте World Albums, а также провел 4 неделю в Billboard 200, заняв 68 строчку. Последний мини-альбом Enhypen Desire Unleashed занял 3 место на 8 неделе World Albums, а их предыдущий альбом Romance Untold 18 место на 54 неделе. Тем временем мини-альбом I Lead Bomb обосновался на 7 месте на своей 5-й неделе в чарте. В общей сложности 4 альбома Stray Kids представлены в чарте World Albums на этой неделе. Специальный альбом Hop занял 9 место на своей 32 неделе, а мини-альбом 2024 года 8 12 место на 53 неделе. Их альбом 2023 года Five Star вернулся в чарт под номером 23 49 неделе, а мини-альбом того же года Rockstar замкнул топ-25 на своей 37 неделе. Несмотря на то, что на этой неделе физический релиз в США еще не состоялся, новый альбом TXT The Star Chapter Together дебютировал на 10 месте в мировом чарте альбомов исключительно благодаря цифровым продажам. Happy Birthday группы Seventeen занял 11 место на 9 неделе в чарте, а Get Up группы New Jeans вернулся на 17 место на 98 неделе. Odyssey группы Rise занял 21 место на 2 неделе в чарте, а альбом Blackpink 2020 года The Album 22 место на своей 108 неделе. Всех поздравляем, всем успехов и прочих благ, двигаемся дальше.
Blackpink, Stray Kids, aespa, Jimin и Katseye номинированы на что давайте подробнее. Объявлены номинанты на превью MTV Video Music Awards 2025 VMA. 5 августа по местному времени телеканал MTV официально объявил номинантов на премию этого года, среди которых были несколько кей-поп-исполнителей. Разе из Blackpink в этом году получила впечатляющее количество номинаций, 8, в том числе в категории «Видео года» и «Песня года». 7 из этих номинаций были связаны с ее хитом в дуэте с Бруно Марсом «АПТ», который претендует на звание «Видео года», «Песни года», лучшей поп-песни, лучшей совместной работы, лучшей режиссуры, лучшего художественного оформления и лучших визуальных эффектов. Песня Разе «Toxic Till the End» также была номинирована в категории «Лучший кей-поп». Примечательно, что все 4 участницы Blackpink были номинированы на премию «Лучший кей-поп» в этом году. Номинантами 2025 года стали aespa с песней Whiplash, Jennie из Blackpink с песней Like Jennie, Jimin из BTS с песней Who, Jisoo из Blackpink с песней Earthquake, Lisa из Blackpink с песней Born Again при участии Doja Cat и Ray, Stray Kids с песней Chick Chick Boom и Разе с песней Toxic Till the End. Katseye были номинированы в категории «Мощное выступление года» за песню Touch. Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2025 состоится 7 сентября в 20:00 по корейскому времени. Ну и голосовать можно уже прямо сейчас, где просто посмотрите в интернете, ну в конце концов, он же у вас каким-то образом есть, раз вы меня смотрите, так что кому надо, проголосует. Ну и как вы думаете, кто победит, пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше. А далее у нас кое-кто обошел даже BTS в рейтинге брендов, давайте подробнее. Пён Сок возглавил рейтинг брендов репутации рекламных моделей за август 2025 года, опередив таких гигантов, как BTS и Им Йон Ун. 6 августа Корейский исследовательский институт репутации компании публиковал результаты анализа больших данных. Первое место занял Пён Сок, второе группа BTS, третье певец Им Йон Ун. Также в топ-30 рейтинга вошли Сон Хэн Мин 4 место, Чайну, Сай, Blackpink, Чуюну, Гон Ю, Юджи Сок, Айв, Пак Богом, Райс и многие другие. Стоит сказать, что Пён Сок начал карьеру как модель в 2010 году, а в 2016 дебютировал в актерстве с драмой Dear My Friends на канале TVN. В 2023 году стал звездой благодаря дораме «Хватай Сон Дже» и «Беги», тоже TVN. Сейчас актер снимается в новой дораме NBC «Жена принца 21 века». Также подтверждается его участие в грядущем проекте Netflix Solo Leveling, что еще больше укрепляет его статус восходящей звезды. Поздравляем его с этими достижениями и двигаемся дальше. Корейский институт бизнес-исследований, не поверьте, торжественно представляет рейтинг репутации айдолов-новичков, давайте подробней. 30 место Йонджи из TWS, 29 Лисоль из Кики, 28 Эл из Мяу, 27 Джихун из TWS, 26 Лара из Кэтсай, 25 Суи из Кики, 24 Бан Джимин из Изна, 23 Хрим из Кики, 22 Май из Изна, 21 Джиун из Hats to Hats, 20 Гавон из Мяу, 19 Аса из Baby Monster, 18 Ироха из Айлит, 17 Анна из из Hats to Hats, 16 Кармен из Hats to Hats, 15 Стелла из Hats to Hats, 14 Юха из Hats to Hats, 13 Еон из Hats to Hats, 12 Дохун из TWS, 11 Юн Джион из Изна, 10 Ахён из Baby Monster, 9 Шиню из TWS, 8 Мока из Алит, 7 Юна из Алит, 6 Анна из Мяу, 5 Джиу из Hats to Hats, 4 Минджу из Айлит, 3 Джию из Кики, 2 Вонхи из Алит и 1 Иан из Hats to Hats. Поздравляем всех новичков и двигаемся дальше. Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет рейтинг репутации групп новичков, давайте подробно. 30 место Bowie, 29 A1, 28 Big Ocean, 27 New Beat, 26 Tracer, 25 Nova Days, 24 Noera, 23 Higgs, 22 Spia, 21 Kickflip, 20 Kiras, 19 Loss, 18 AT, 17 Close Your Eyes, 16 RTMS, 15 Ify, 14 Unis, 13 Say My Name, 12 Katseye, 11 Resin, 10 X-Love, 9 Baby Don't Cry, 8 Изна, 7 Meow, 6 Hats to Hats, 5 Baby Monster, 4 Ali, 3 Kiki, 2 TWS и 1 AHO. Ну, Ахов, короче. Всех поздравляем, успехов и двигаемся дальше. Далее у нас Корейский институт бизнес-исследований снова торжественно представляет рейтинг репутации мужских групп, давайте подробнее. 30 место Fantasy Boys, 29 VIX, 28 Highlight, 27 Infinite, 26 Rise, 25 TVXQ, 24 Treasure, 23 ONF, 22 2PM, 21 101, 20 TWS, 19 B2B, 18 Zero Base One, 17 Astra, 16 ATIS, 15 Monster X, 14 Boy Next Door, 13 H-Off, ну Ахов в общем, 12 Winner, 11 Stray Kids, 10 TXT, 9 Enhypen, 8 EXO, 7 The Boys, 6 NCT, 5 Super Junior, 4 Big Bang, 3 Shiny, 2 Seventeen и 1 BTS. Всех поздравляем, всем успехов и двигаемся дальше. Традиционное предупреждение, которое не дойдет до получателей. Выпуск записывается 9 августа. Даже вот здесь напишу, но это все равно бесполезно. Некоторые слушают тем, на чем сидят.
Новости про BTS по традиции уже давно размазаны по всему выпуску, и даже новости начинаются с них и продолжаются, и в середине, и в конце, в общем, теперь они везде. Так что тыкаться сюда, в очередной раз я вижу по статистике, люди почему-то приучились, что здесь якобы все будет. Нет. Конечно же будет, но не все. Сейчас у нас будет небольшая рубрика с BTS, ну и давайте сразу перейдем к ней. У нас тут не совсем приятная история, сестра Джей Хоупа отвечает на всякую грязь, давайте подробней. Недавно Джиу, сестра Джей Хоуп из BTS, выступила с заявлением, осуждая неуважительные высказывания и распространяемые слухи о ее предполагаемой беременности. Один из пользователей интернета оставил бестактный комментарий. «Ты не беременна? Или может у тебя случился выкидыш? Живота не видно, а ты еще в обтягивающей одежде занимаешься спортом?» В ответ девушка потребовала уважения к ее частной жизни. Цитата. «Я хотел ответить, но сообщение исчезло. Мы действительно пытаемся завести ребенка, но пока нечего объявлять. Меня удивляет, как посторонний человек может задавать настолько личный и неуместный вопрос о нашей жизни. Даже мои близкие друзья не стали бы себе такого позволять. Когда я вообще говорил, что беременна, я ничего не говорила, но некоторые уже сочиняют истории, будто это факты. Сначала она беременна, потом у нее был выкидыш, потом она гуляет и выпивает. Серьезно, я пыталась игнорировать это, потому что это неправда, но ситуация вышла из-под контроля. Я просто прошу хотя бы минимального уважения. Подпись Джиу, сестра Джей Хоупа». Это не первый случай, когда Джиу просит интернет-пользователей быть уважительными в отношении этой чувствительной темы. В одном из предыдущих постов она уже отвечала на подобные вопросы. Сегодня мне задают много вопросов о возможной беременности. Это крайне невежливо. Если будут хорошие новости, я обязательно сообщу об этом первой. Пожалуйста, прекратите задавать такие вопросы. Я очень надеялась, но все пошло не так, как хотелось. Это заставило меня чувствовать вину и переживать тяжелый период. Сейчас я стараюсь не принимать все близко к сердцу. Возможно, вам кажется, что я реагирую чересчур остро, но такие вопросы вызывают у меня огромный стресс. Может, это звучит эгоистично, но я надеюсь, вы поймете мое состояние. Спасибо всем. Многие пользователи сети поддерживают ее позицию и выразили возмущение по поводу неуважительных вторжений в личную жизнь. Разумеется, наша редакция поддерживает это адекватное мнение, не лезть в чужую жизнь, вообще вас туда никто не звал, пошли вон отсюда. Кто вы вообще такие? Кто это пишет и считает, что вам должны... Ну, вообще-то да, я знаю, это люди, у которых однозначно IQ и проблемы с головой, и по ним дурка плачет, и у меня тут такие в комментариях есть, которые меня учат, как делать новости, и к BTS приходят, и вот даже к их родственникам, и к другим артистам тоже, поэтому, к сожалению, всех сумасшедших в дурку не пересажаешь, и все, что можно пожелать девушке, крепких нервов, и не обращать внимания на подобных вот, так сказать, персонажей. Ваше мнение в комментариях, ну, я, конечно, удивлюсь, если кто-то напишет, что фанаты обязаны знать все, это было бы очень экстремально бестактно. В общем, надеюсь на то, что тут большинство адекватных людей. Сестре Джей Хоупа всего наилучшего еще раз. Двигаемся дальше. Джин из BTS отказал фанату по соображениям безопасности. Что же такое предлагали Джину? Давайте подробней. 6 августа 2025 года, после своего сольного концерта в Лондоне в рамках тура Run Sok Jin EP Tour, Джин из BTS вышел в ночной эфир на Weverse. Он был расслаблен, находился в гостиничном номере и ел краба, общаясь с ARMY о прошедшем выступлении и его ярких моментах. В эфире он затронул тему, которую заметили многие фанаты. В начале тура он часто подходил к ограждениям, чтобы коснуться рук зрителей, но в последнее время перестал это делать. Джин объяснил, что такие жесты, задуманные как легкое и мимолетное взаимодействие, иногда выходили из-под контроля. Некоторые люди слишком крепко хватали его за руку или удерживали ее слишком долго. Это мешало ходу шоу и создавало потенциально опасные ситуации как для него самого, так и для зрителей. Цитата. «Я проходил мимо фанатов, чтобы дотронуться до их рук. Кто-то просто касался, а кто-то пытался схватить. В такие моменты мою руку тянули, и фаната тоже. Это становилось опасно», — пояснил он. Он добавил, что даже после просьбы «пожалуйста, не хватайте меня за руку, просто прикоснитесь», ситуация не изменилась. В итоге мне стало страшно, я больше не смог это делать, признался Джин, подчеркнув, что это решение, хоть и далось ему непросто, было необходимо для безопасности и общего комфорта концерта. Вот мнение людей. Уважайте его личное пространство. Сначала бесплатное объятие, теперь дай 5. Сок Джин любит взаимодействовать с нами, теперь ему самому это уже не в радость. Он был схвачен агрессивно, это неприемлемо. Одного эгоистичного человека оказалось достаточно, чтобы испортить это всем. Если он делает что-то для нас, не давайте ему поводов об этом пожалеть. Из-за нескольких людей вы портите моменты, которые делают счастливыми всех. Я рад, что он обозначает границы, он использует этот случай, чтобы научить фанатов уважению. Правильное решение, люди без уважения границ не заслуживают такого доступа к нему. Горжусь, что он умеет сказать «стоп». Жаль других армий, но он вправе прекратить то, что больше не приносит ему комфорта. А так тур у Джина проходит отлично. Как вы думаете, правильное действие, неправильно? Ну, на мой взгляд, опять же, правильно. Если человеку некомфортно, почему он должен делать то, что ему не нравится? Это ж не ваша игрушка, он артист, в конце концов, и человек. А соответственно, у каждого человека есть право на то, чтобы вы не трогали, кто попало. Ну, не хочет он больше так делать, значит, так оно и будет. Возможно, когда-нибудь передумает. Но в конце концов,
Не знаю, как вам, а мне в первую очередь важно послушать музыку и посмотреть на то, как артист выступает, а не потрогать его, оторвать кусок одежды. Или там скрутить руку, чтобы что? Чтобы потом не мыть руку и нюхать ее. Если вы сумасшедший отбитый фанат, который не осознает этого, можете написать, что бы вы сделали, если бы вас потрогал любимый человек вот из какой-нибудь группы. Может быть, облизали бы руку, там, или, наверное, натирались бы ей, там, отрезали. Ладно, это уже какой-то экстрим. В общем, да. Джину всего хорошего, разумеется, и двигаемся дальше. А помните, в начале выпуска было подвешено ружье касаемо интересной шапки Тэхёна? Ну вот новость про шапку Тэхёна, давайте подробней. На популярном корейском форуме Pan бурно обсуждается внешний вид весь BTS. Пост с заголовком «Что за странный шрам у Ви?» появился 1 августа 2025 года и быстро набрал более 95 тысяч просмотров, войдя в топ обсуждений. Автор поста опубликовал Ви в весьма нестандартной шапке, напоминающей маску, почти полностью закрывающей лицо, и задал ироничный вопрос. Кто вообще покупает такие шапки? Кто скажет, что это Ви? Судя по реакции пользователей, Ви появился на публике в головном уборе, из-за которого его было сложно узнать. Но несмотря на это, поклонники мгновенно его распознали по носу, форме лица и, конечно же, ауре. Извините, я тут... Да, аура, магическое мышление, вокруг волшебные поля. Но все остальное понятно. То есть остальное я могу понять по глазам, носу, но аура... Если вы видите ауру, то, наверное, вам нужно обратиться к специалисту. Комментарий к посту варьируется от умиления до сарказма. Вот что пишут люди. Витман от слова Ви плюс Бэтмен. Бэтмен? Милый. Даже в такой странной штуке он все равно красавчик. Вот это и есть магия Ви. Любые странности превращаются в моду. Даже если все лицо закрыто, нос выдает. Некоторые подшучивают, называя шапку маской грабителя банка и спрашивают, что он вообще творит. А кто-то написал, если Ви это Бэтмен, то если я так оденусь, буду грабителем. Пользователи прикладывают скриншоты, на которых видно, что Ви действительно смог органично вписать странный головной убор в общий образ. Его стиль оценили так. Такое может вытянуть только Тэхён. Слишком красив, чтобы это выглядело странно. Даже полностью скрыв лицо, все равно шикарный. Конечно, были недовольны. Выглядит как attention seeker, тот, кто жаждет внимания. Почему он так выглядит? Это же странно. Раньше был нежным мальчиком, теперь арабский солдат, хотя в Западе такой образ, наверное, заходит. Но этих было меньшинство, так что тьфу на них. Большинство комментаторов либо защищали Ви, либо просто пошутили. Ну, на самом деле, да, смешная шапка, маска, похожая на Бэтмена, хотя на кролика Бэтмена больше. Некоторые прикрепили кадры из рекламного ролика Coca-Cola, где Ви, вероятно, появляется в этом образе, кто-то прокомментировал. Даже реклама получилась забавной. Визуал из аниме, не иначе. Пост о необычном образе Ви стал вирусным не только из-за странной шапки, но и потому, что он вновь доказал Ви один из немногих айдолов, способных буквально любую диковину превратить в тренд. Даже когда его лицо скрыто, стиль, харизма и узнаваемые черты делают свое дело. На мой взгляд, просто забавная новость. Ну, человек решил надеть такую маску, ну и что? Это ж не кожаный какой-то BDSM костюм или что там надевают эти любители специфического досуга. В общем, не латексная маска. Поэтому, как оно вам, пишите в комментариях. Ну, знаете, шапка и шапка. Почему бы не надеть что-то несерьезное? Вечно быть серьезным — это тоже не особо весело. И всего хорошего артисту. Двигаемся дальше. Чимин довел армию до слез. Каким образом? Давайте подробней. 7 августа Чимин из BTS опубликовал в своем аккаунте несколько фотографий с RM, Шугой, Джей Хоупом и Ви. Пусть это и не полный момент от Т7, но даже 5 участников на одном фото оказались достаточно трогательным зрелищем, чтобы вызвать сильные эмоции у армии по всему миру. Публикация уже набрала более 7 миллионов лайков, отражая огромную любовь и ожидания, которые фанаты BTS продолжают испытывать к BTS. В фанатских сообществах посыпались комментарии вроде «Так рада видеть их вместе спустя столько времени! Скучаю по всем, особенно по Юнги!» И смотрю на это фото, почему у меня слезы на глазах. Именно так армии выражали свои чувства. На снимках участники проводят спокойный день у моря, смеются, дурачатся на пляже и наслаждаются совместной трапезой в уютной ресторанной атмосфере. Их расслабленные лица и теплое взаимодействие напомнили фанатам о ранних днях группы, вызвав волну ностальгии. Пусть в кадре не было всех 7, сама сцена имела большое значение, мягкое напоминание об их нерушимой связи на фоне военной службы и индивидуальных активностей. Для многих пост Чимина стал маленьким, но бесценным воссоединением, позволяющим заглянуть в ту самую глубинную близость BTS, которая существует за пределами сцены. Ну и да, на данный момент BTS по-прежнему занимаются созданием альбома. Фотографии вот, пожалуйста, прилагаются, все, что есть, все, что были найдены. Ну, пацанам весело, что еще сказать. В конце концов, написание альбома требует и какой-то разрядки, погулять, подышать воздухом, покушать в ресторане. Так что приятного аппетита артистам и хорошего творческого процесса. Двигаемся дальше. Ви и РМ взбудоражили фанатов, и люди начали строить теории, а может быть будет коллаб, давайте подробней. 6 августа 2025 года Ви из BTS удивил своих фанатов во время лайва на Weverse, появившись в черном костюме с загадочной фразой на превью «I wanna go home». А несколькими днями ранее РМ опубликовал в соцсетях 4 фото с подписью «I really want to go home». Эти два почти идентичных сообщения быстро вызвали любопытство фанатов.
Выбор слов, время публикации и тон казались слишком синхронизированными, чтобы быть случайностью. Многие фанаты сразу связали эти сообщения, задаваясь вопросом, не является ли это первым тизером к новой песне или фрагментом будущих текстов. Пока что Big Hit Music не дали официальных подтверждений, однако в соцсетях уже начали появляться хэштеги вроде Тэджун Spoiler Error намекает, что Тэхён и РМ могли намеренно оставить этот намек. Некоторые предположили, что трек может, и опять же предположение, что трек может отражать их желание вернуться домой из армии. Вот комментарий. А если это песня о том, как они хотели сбежать домой прямо со службы? Они все еще скучают по Корее. Нам Джун говорил об одиночестве в отеле. Похоже, они готовят трек о тоске и отчаянии из-за разлуки с домом. Это очевидный спойлер. Песня будет о том, что дом — это мы, армия, и их желание вернуться к нам. Они меня не обманут в этот раз. 5 августа Джей Хоп выложил фото со съемок в Лос-Анджелесе, где вместе с РМ и Шугой записывает музыку после долгого перерыва. В кадре также прогулки по пляжу, прыжки с парашютом, заметка Джей Хопа о чертах характера, которые он ценит или избегает в людях. На видео Шуга играет на гитаре, РМ у микрофона, Джей Хоп в наушниках, явно признак активной работы. Ну и сейчас все, кроме Джина, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, находятся уже в Лос-Анджелесе в США и занимаются альбомом. Джин, как только закончит тур, тоже туда отправится. Так что, вот такая история. Верите ли вы или подозреваете, что будет коллаборация? Наша редакция, состоящая только из меня, ничего не утверждает. Но мысль интересная, почему бы, да? Может быть и выпустить какой-то фит перед альбомом. Ну, потому что альбом будет только в марте по планам, как и тур, поэтому надо выпускать какие-то синглы. Поэтому вполне себе возможно. Но я лично ничего не утверждаю. Появится подтверждение опровержения, дам знать. Двигаемся дальше. Виз BTS порадовал поклонников подборкой спонтанных и откровенных, и также горячих, судя по заголовку, селфи. Давайте подробней. Виз BTS не перестает радовать армии даже во время перерыва от публичной деятельности. 4 августа Ви опубликовал в соцсетях серию откровенных фото с игривой подписью «Хаотичное обновление жизни. Делюсь с армией, которым, возможно, скучно». Как и обещал, пост подарил поклонникам очаровательный взгляд на его повседневность. Фотографии подчеркнули разные стороны личности Ви, от его выразительной внешности и подтянутой фигуры до непринужденного и милого стиля. На некоторых снимках он позирует в шапке с ушками и с сумкой в виде плюшевого мишки, оставаясь верным своему фирменному игривому образу. Другие кадры отражают его утонченный вкус, можно заметить, что он любит вино, а на ряде снимков видно, как он тренируется в спортзале, подтверждая свою приверженность к физической форме. Пожалуйста, да, мышцы по-прежнему на месте, мое уважение. На видео и фото Ви также запечатлен в веселой компании участника группы Чонгука. Их заметили в спортзале вместе с РМ, поклонники вновь смогли убедиться в прочной дружбе между участниками. Среди прочих снимков кадр с Чимином, добавивший освежающий летний штрих в подборку. Этим постом Ви в очередной раз выразил свою любовь к поклонникам с помощью небольших, но теплых жестов. Пока BTS готовится к долгожданному возвращению в полном составе в 2026 году, такие моменты помогают сохранить связь и согревают сердца армии. Пожалуйста, все фотографии прилагаются, милая история, хорошие фотографии. Явно люди проводят время очень весело, ну не только Тэхён, который является героем этой новости, но и все остальные участники BTS. Вон вместе в качалку ходят. Качалка — это база. Занимайтесь спортом. И всем, конечно же, вдохновения, здоровья и успехов. Такой у нас сегодня был выпуск. Возможно, будет сцена после титров, кто знает, надо смотреть до конца, а лучше от начала до конца не перематываем. Если смотрите в первый раз или давно, но без подписки, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии, можете еще и на Boosty Donation Alerts перейти, помочь выходу адекватных новостей, которые проверяются, не выходят секунда в секунду после публикации без проверки. Также, что еще? Стрим и все остальное вот уже будет в титрах, это подождите пару секунд. Как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Итак, вот титры. Самый свежий релиз, вот он здесь на экране. Горжусь, мне нравится, я молодец, надеюсь, вам понравится. Далее стрим в августе будет, как я обещал. Там я расскажу про отпуск, комментариев накопилось очень много, особенно на фоне биографических роликов. Последний биографический ролик остался про Тэхёна, он в разработке. Но не знаю, выйдет он летом или в сентябре, или в октябре, а может вообще только на Boosty, кто знает. Посмотрим по ситуации. Что еще? Следующая песня в конце этого месяца. В принципе, минус уже есть, надо только текст написать и записать вокал. И что еще? Да, в целом, вот я вернулся, и да, фон как бы такой будет. Многие писали, что теперь я обязан и должен снимать наконец-то на нормальном фоне. Ребята, я говорил об этом много раз в том выпуске, который был записан как раз вот в крутых условиях. Эти крутые условия — это студия, которая находится в Латвии, а я в Минске нахожусь. Я не могу туда ездить каждую неделю, 2 раза в неделю. Это очень дорого. Это непомерно дорого, и вообще
не совсем возможно. Не, если, конечно, найдется какой-то шейх, который мне будет спонсировать там по $1500 в месяц на то, чтобы я ездил туда-сюда в Латвию, записывался там и еще там студию оплачивал, да, конечно. А так, увы и ах. Но попробую придумать что-нибудь до конца осени с этой стеной. Может, реально такие же речки тут поставить, знаете. Или что-то повесить, кроме вот этих 2 плакатов, которые так не видно все равно, потому что я их заслоняю. Посмотрим. Может быть, там пару осветительных приборов прикупить. Будем над этим работать. Все зависит от вас, от ваших просмотров и активности. Ну, начнут новостные выпуски набирать, как раньше, по 20-40 тысяч. Можно и больше инвестировать, а пока, увы и ах. Но я думаю, самое главное это ж новости. Да и звук нормально слышно. Что еще? Ну и да, немножко обновлений по поводу отпуска поскидываю уже постфактум, но там и котов пофотографировал, дома и прочее. Просто во время отпуска, знаете, не хотелось ничего особо делать и просто отдохнуть. Ну, в общем, что я уже раньше времени говорю то, что буду говорить на стриме. О нем вы узнаете за неделю до начала. Скорее всего, это, говорю, будет конец августа, так что на это время ориентируйтесь, запасайтесь печеньками и прочим. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать, бустерам, тем, кто смотрит от начала до конца, все вы уважаемые люди, я просто вот безумно вас ценю. Без вас было бы очень-очень туго. Ну а сейчас либо сцена после титров, либо я, пока что преисполненный полностью духом, моралью и набравшийся сил, пойду весело монтировать видео. Надеюсь, такой заряд сохранится хотя бы на полгодика.